Всем доброго времени суток, дорогие наши друзья, любимые подписчики и гости нашего канала паранормальных блогеров. Мы рады вас вновь всех приветствовать. Друзья, и сегодня мы находимся в Битцевском лесопарке. Да-да, в том самом лесопарке, в котором происходили ужасные случаи. Вы, наверное, все слышали. Ну и про легендарного маньяка, убийцу Печушкина. Мы пришли сюда показать вам, но, к сожалению, не успели засветло. Но я думаю, что ничего страшного. В любом случае нам интересен не сам парк, а что здесь можно заснять. Поэтому мы просто сейчас прогуляемся. Попробуем, да, сориентироваться на месте. Да, ну отснимем какие-то кадры, просто сориентируемся, чтобы завтра нам не плутать. А завтра мы проведем традиционно наши эксперименты. Обязательно будет Kinect-камера. Поставим, наверное, ночную камеру. обязательно. И запишем тишину. Да, и все это сделаем ночью. Ну что, вы с нами? Тогда мы отправляемся за приключениями. Погнали. Доброго времени суток, дорогие друзья, любимые подписчики и гости нашего канала паранормальных блогеров. Мы рады вас всех приветствовать. И как вы уже поняли, в этот раз мы посетили Битцевский лесопарк в городе Москве. Это место наверняка знают все или почти все, ведь с ним связано очень много страшных и ужасающих историй, чего стоят только те события недавних лет про кровожадного битцевского маньяка Александра Печушкина. Жестокий убийца с молотком, который держал в страхе жителей города не один год. А о его жестоких злодеяниях до сих пор ходят разговоры, ведь они оставили у местных жителей неизгладимый отпечаток. Но наша история не о его жутких преступлениях, так как об этом и без того очень много информации в любых СМИ. Не будем лишний раз ворошить эти события. Мы хотим вам рассказать о том, о чем вам не поведает ни одно СМИ, хотя очень зря, потому как мы считаем, что общественность об этом должна знать.
Многим наверняка известно, что Пичужкина приговорили к пожизненному сроку заключения. Вот в таких случаях очень жаль, что у нас мораторий на смертную казнь. И сейчас этот душегуб находится в исправительной колонии особого режима для пожизненно осужденных «Полярная сова» в поселке Харп. 38-летний преступник был осужден за убийство 48 людей, хотя, по его словам, он убил гораздо больше, около 63 человек. Его мечта была убить столько людей, сколько клеток на шахматной доске. Хотя на допросе он признался, что по мере приближения к заполнению всех клеток он запланировал купить классические русские шашки, на доске которых 100 клеток. Вы только представьте, насколько этот маньяк был кровожаден и опасен. Но есть вопрос, и он очень актуален на сегодняшний день. А был ли? Можно ли о его опасности говорить в прошедшем времени? Почему мы задались таким вопросом? Сейчас объясним. Есть несколько неоспоримых фактов, которые пугают и заставляют задуматься. Давайте их попробуем разобрать. После того, как маньяк был отправлен на пожизненное, появились его подражатели, которые также творили свои бесчинства в Битцевском лесопарке. Очень надеемся, что они понесли за это наказание, но самое ужасное, что во всей этой истории с Пичужкиным у него появилась масса поклонников, фанатов, тех, кто им восхищается и даже боготворит. Вы только посмотрите на это фото. Это еще не все. В голове не укладывается, что нормальный человек, зная о том, кто такой Пичужкин, может его полюбить и просто фанатеть от него. Внешне это вполне симпатичные молодые девушки. Хочется спросить, что с вами не так? Вам больше любить некого? А теперь давайте посмотрим, что же они пишут ему. Влюбленные смайлики на фоне фотографии маньяка. Его брутальность зашкаливает. И сердечки. Это просто кошмар. Мужчина-мечта. Да, еще та мечта, нет слов. Посмотрите на этого зверя. Но в комментариях пишут о том, что это любимая фотка, что Санек самый лучший из всех. На этом скриншоте мы видим откровенные признания любви молодых девушек. Страшно подумать, что мог пронзить ей этот маньяк, будь он на свободе. Самый обаятельный на свете. В эти фотки я влюбилась. Боже, мир сошел с ума. Ну, это фото вообще без комментариев. Молодой и очень красивый. Что тут скажешь? Девочки влюбились в картинку, даже не задумываясь о том, насколько это безжалостный и кровожадный убийца. Восхищение, восхищение, восхищение. А теперь давайте прочитаем вот этот комментарий. Влюбилась в маньяка. Здравствуйте, я, в общем, влюбилась. Но не в простого парня, а в Пичужкина. И я не знаю, что мне делать. Я понимаю, что он монстр. Его действия ужасны. Он не заслуживает жизни, но я ничего не могу с собой поделать. Я просто схожу с ума, когда думаю о нем. Из-за него я в первый раз ощутила бабочек в животе. И я не знаю, что именно меня зацепило в нем. Внешность, характер. Я понимаю, что он взрослый мужчина, и в любом случае у меня с ним ничего не получится, но сердцу не прикажешь. Кто-то сталкивался с подобным? Что делать?
Вот такой комментарий, вот такое признание в любви. Уважаемые родители, неужели вы не видите, что порой происходит с вашими детьми? Уделяйте им побольше времени, общайтесь с ними чаще. Иначе результат равнодушного отношения к своим детям может быть плачевным. А на скриншотах вы можете видеть, как к этому относятся друзья, знакомые и, что немаловажно, родные люди. Давайте зачитаем некоторые из них. Муж увлекается вместе со мной, а от остальных мы это скрываем, естественно. Это слишком личное увлечение, тем более люди, которые далеки от этой темы, отнеслись бы с непониманием и осуждением. У меня мои знают и постоянно подкалывает мне мама. Сначала, конечно, все в штыки, но поняли, что меня бесполезно отговаривать, поэтому опустили руки и смирились с моим увлечением. Муж нормально относится, с юмором даже, а больше из моих близких и друзей никто и не знает. Специально я об этом никому не рассказываю. Говорят, что я больная. Друзья, поражает еще и то, что такое пишут даже замужние женщины, у которых, возможно, есть дети. У меня только один вопрос: что хорошего и порядочного может привить в воспитании своего ребенка вот такая мать, у которой в кумирах маньяк Пичушкин? Давайте почитаем еще несколько комментариев, а далее перейдем к более интересному эпизоду нашей истории. Даже в психушку хотели сдать, но я включила ей, имеется в виду своей матери, видео, почему девушки влюбляются в маньяков. Это ж неизлечимо. Ну и, короче, сейчас чуть что она меня подкалывает. Например, когда бывает лень убираться в квартире, она говорит: надо мне письмо Пичушкину написать, чтоб в жены тебя не брал. С вами все в порядке. Множество людей в этой группе, которые так же, как и вы, любят Сашеньку, это подтверждает. Это происходит потому, что этот человек действительно достойный любви и восхищения, в отличие от тех, кто его осуждает. Друзья, вы только вдумайтесь в этот комментарий. То есть мы с вами недостойные люди, а Пичушкин – герой. И ведь эти люди живут среди нас. Здесь они восхищаются его улыбкой. Представляешь, что нарыла Сашину улыбку? Ну, это точно моя судьба. Какая мордашка симпатичная. Он всегда будет таким, несмотря ни на что. Такой милый. Как оказалось, они пишут ему письма и сильно переживают, если он им не отвечает. Ну что ж, не всем везет, маньяк нынче избирательный пошел. Вот несколько комментариев об этом. Я отправляла заказное в первый раз, а за заказное письмо он должен расписаться, и по-любому он знал об этом, и ему просто не могли не передать. И еще 3 письма отправила, и ко дню рождения открытки на днях отправила. Ну, не знаю, будем ждать, конечно, ответа. Будем ждать. Я звонила ему, все передали. Сказали, инициатива ответа остается за ним. Вот так вот, друзья. А вы что думали? Тут все очень серьезно, даже более чем. А это, видимо, Пичушкин отправлял свои фото поклонницам. Они даже подписаны. Также фанаты и поклонники поздравляют его с днем рождения. Вот несколько скриншотов. Друзья, посмотрите на это. Мы видим кулон с изображением маньяка и маленькую копию орудия убийств.
Самое ужасное, кто-то считает, что это так мило, потому что хотят себе такой же. Дальше больше посмотрите на эти стикеры. Как вам? И, конечно же, куда без творчества. Стих от воздыхательницы, посвященной душегубу. Честно, я не хочу это зачитывать. Кому интересно, ставьте на паузу и читайте. А мы продолжаем. Сейчас вы увидите просто шедевр века. Да-да, это татуировка с портретом Пичушкина. Комментарии, как всегда, поражают. Ах да, ну куда же без цитат, которые придуманы в честь маньяка и оформлены руками поклонников его таланта. И, наконец, самое интересное – это личные письма, которые писал маньяк Пичушкин. Вам уже интересно, друзья, что он мог писать своей матери или одной из влюбленных в него фанатки? Если да, то, пожалуйста, поставьте лайк под этим видео и нажмите кнопку «Подписаться». Те, кто этого еще не сделал. Спасибо большое. А теперь продолжаем. Пожалуй, начнем с письма, которое он написал своей матери. Здравствуй, мама. Письмо твое мне передали 01.04.2022 года. 2 календарика я тоже получил. Очень хорошие, то, что нужно. 10 000 рублей, что ты мне отправила на счет, ко мне поступили. Спасибо. Мама, когда я читал твое письмо, то мне оно показалось каким-то грустным. Это взволновало меня. Скажи, как ты себя чувствуешь? Все ли у тебя хорошо? Не забудь мне, мама, выслать еще пару таких календариков, но уже, разумеется, на 2023 год. А теперь у меня большая просьба к тебе, мать. Собери мне посылку. Именно посылку, а не бандероль. Оформляй ее как посылка, и только так, это важно. Я не стану тебя сильно напрягать с посылкой и обойдусь маленькой посылочкой. В посылку положи сигареты с фильтром 30 пачек, 3 блока. Сигарет положи самых дешевых, мне сойдет. Спички 40 коробков, кипятильники 3 штуки. Но только кипятильники хорошие, чтобы послужили бы мне долго. Вот типа тех, что ты мне уже высылала, с синей ручкой, помнишь? Ну и каких-нибудь сладостей, но это уже на твое усмотрение, сколько и чего. Ну а теперь самое главное, мама. В этой же посылке вышли мне 1 диск DVD. С этим самым сериалом, о котором ты мне написала. Я имею в виду сериал «След». С теми самыми сериями, в которых снято обо мне. Я имею в виду «Садовник». Диск должен быть один, но на этом одном диске уместится не только весь «Садовник», который мне необходимо получить, но и останется еще свободное место. На этом свободном месте запиши еще несколько других серий, но все из того же сериала «След». Там же разные серии истории, не только обо мне. Вот их и запиши, чтобы диск был не пустой. Но в первую очередь, конечно же, запиши именно «Садовник». Это самое главное и важное. А уж потом все остальное, так сказать, для кучи, для полноты. DVD здесь очень плохие, капризные, поэтому любая царапина, любой дефект на диске – это катастрофа.
Здешние DVD могут из-за этого не открывать, не прочесть, не просчитать этот диск. И тогда я не смогу этот диск посмотреть. Диск выбери такой, чтобы его формат подходил ко всем DVD. Это важно. В общем-то, диск DVD должен быть в отличной форме, без каких-либо повреждений и дефектов. И главное, чтобы он подходил форматом к любому DVD без проблем. Собственно говоря, всю эту посылку я и заказываю ради этого диска, чтобы его получить. А все остальное, так сказать, довесок, чтобы ради одного диска не заказывать целую посылку. Диск мне нужен обязательно и непременно, мама. Без этого диска мне и посылка не нужна. Ты помогаешь мне деньгами, и за это тебе спасибо, но больше я ничего у тебя не просил и не прошу. Но вот сейчас мне нужно, и я у тебя прошу. Здесь у многих зэков есть люди, родные и даже чужие, которые во всем помогают этим зэкам. А я тебя никогда не обременял никакими проблемами, ничего не просил. Я знаю, что ты не особо проявляешь интерес к моим просьбам, и тебя надо почему-то постоянно уговаривать, чтобы ты что-то для меня сделала. Меня обижает такое твое отношение ко мне. Ведь я твой и единственный сын. Когда тебе понадобилась от меня справка, чтобы выписать меня из квартиры, я сразу же бросил все здешние свои дела и стал здесь добиваться. Хотя здесь добиться этого было очень нелегко, чтобы тебе сделали и отправили нужную тебе справку, и ты ее получила. Вот и ты сделай для меня, раз я тебя прошу. Вышли мне этот диск. Если у тебя будут финансовые сложности, то сократи в посылке все то, что я прошу. Купи, сколько позволяют финансы, ничего страшного. Но диск отправь мне обязательно. Не забудь 3 описи в посылке. Диск купить, заказать или записать – это же несложно совсем. Ведь ты же на свободе. К тому же есть интернет. Обратись к Драгомировым или еще кому-нибудь. В конце концов, купи самостоятельно, ты же не беспомощная. К тому же у тебя есть дочка, обратись в крайнем случае к ней. В общем-то, записать диск или купить его, или достать – это совершенно несложно в твоем положении, ведь ты на свободе. Все зависит от твоего желания, захочешь ты мне помочь, все зависит от твоего отношения ко мне. Мама, по моим подсчетам, данное письмо ты получишь в конце апреля. Посылка мне нужна не позднее 1 августа. То есть отправить посылку тебе нужно в середине июля. За пару недель посылка дойдет, как раз к августу. У тебя будет 2,5 месяца, чтобы полностью собрать посылку. Это довольно много времени, и ты все успеешь. Ну вот и все. Буду закругляться. Ты прости меня, пожалуйста, мама, если что-то в моем письме тебе показалось грубым и обидным. Я ни в коей мере не хотел тебя обидеть. Но я слишком хорошо тебя знаю, потому так и пишу. На сегодня все. Только хорошего тебе, мать. Не болей. 11.04.2022 год. Александр. Вот такое письмо, друзья. Какие выводы из него можно сделать? Как нам кажется, этот человек, а точнее убийца, совершенно не раскаивается и по сей день. Окажись он сейчас на свободе, первым делом пошел бы убивать. Ведь для него это некая гордость, слава и самовосхищение. Заметили, как он пишет и как выпрашивает диск с фильмом, где что-то сняли про его злодеяние? Становится понятным, для чего ему это нужно. Лишь для того, чтобы посмотреть и насладиться воспоминаниями, получить некий кайф, хотя бы так, посредством визуального контакта. А что думаете вы на сей счет, друзья? Пишите в комментариях. В завершение данной истории
мы хотим показать и зачитать вам еще одно письмо, которое Пичушкин написал своей поклоннице. После вы поймете, какой напрашивается вывод. И он не очень приятный. Здравствуй, Ванесса. Твое письмо мне передали сегодня, 06.09.2022 года. Все согласно твоей описи я получил. Давай сразу договоримся, прелесть моя, что письма свои ты будешь писать мне очень разборчивым почерком, легко читаемым, а то в данном случае мне пришлось тут нелегко, чтобы прочитать твое письмо. Некоторые тут твои слова и буквы мне приходилось догонять по смыслу слов и предложений, а иначе бы и не понять было бы. Короче говоря, девица, пиши мне разборчиво каждое слово и букву. Ну уж очень постарайся, чтобы мне тут опять не пришлось бы заниматься расшифровкой твоего письма, а просто взять твое письмо и, не напрягаясь, просто его прочитать. Договорились, киска моя? К твоим вопросам. Нет, это не мое предназначение. В возрасте приблизительно 15 лет я по ряду причин отклонился от своего истинного предназначения и пошел чужой, враждебной мне тропой. Волею чудовищного случая я прожил чужую судьбу, не предназначенную для меня. Это была чужая реальность, не моя. Но, киска моя, я умею проигрывать, и если мне не дали мое в одном, то я взял свое в другом. Определенная категория людей, которые могут меня вдохновить, это женщины, а женщины красивые в особенности. В женщин, одержимо влюбленных в меня, я сам одержимо влюблен. Все они мои принцессы. А к своим поклонникам я отношусь с большим уважением и любого порву за них. Мои почитатели согревают мне сердце, и я им всегда рад. Вот так вот я себя чувствую. А путь свой каждый волен выбирать по своему усмотрению и желанию, невзирая на злые языки и чужое мнение. Каждый имеет право стремиться и выбирать для себя интересное, полезное и лучшее. И если кто-то интересуется не первым космонавтом, а мной, то это его право, это его выбор, и каждому свое и по потребностям. И это надо уважать. Сколько людей, столько желаний и мнений, и с этим ничего не поделаешь. И это замечательно. А на правильном ли они пути или нет, это уже никого не касается. Это уже только их личное дело и только их. А лицемерная, проходящая, изменчивая мораль – это самое худшее, что есть в жизни. Истина существует только одна – взять от жизни все, стараться быть счастливым каждый день и ни о чем не сожалеть. Все остальное – ложь, лицемерие и суета. Слушайся своего внутреннего голоса, своих желаний, своего вдохновения и не бойся говорить окружающим слово «нет». И последнее, хотя это вовсе и не вопрос какой, но это про пустоту, которую ты хочешь у меня заполнить. Ну давай, принцесса, заполняй, я не возражаю. Ну вот и все. На все твои вопросы я ответил. Надеюсь, ты удовлетворена. У меня к тебе тоже есть один вопрос. А вот сейчас, друзья, внимательно вслушайтесь в текст. В связи с событиями на Украине перекрывали воздушное пространство с Европой и Западом. Но это было раньше, а как дела обстоят с этим сейчас, на сегодняшний день? Проще говоря, могу ли я отсюда, Ямал, отправить письмо в Австралию, Америку? А в страны Европы могу? Дойдет ли оно? А они оттуда могут ли написать? Дойдут ли их письма до меня? Вот этот вопрос, Ванесса, меня крайне интересует. Вот ты и разузнай по этой теме все хорошенько и подробно. И мне все это сообщи. Но только, Ванесса, мне не нужны сплетни и слухи.
или предположения. Мне нужна точная информация, проверенная на 100%. Все, буду закругляться. Все, теперь до следующего раза. Пока. 06.09.2022 год. Александр. Итак, какие же выводы мы можем сделать из этого письма? А они напрашиваются сами собой. Пичушкин на данный момент ищет любые выходы для освобождения. Нужно заметить, что он, как и многие маньяки, неплохо разбирается в психологии человека. Возможно, не каждого, но вот в таких наивных и влюбленных в него девочек вполне себе. По комментариям понятно, что он отвечает не каждому подряд и очень избирателен. Он понимает, как и через кого будет проще и результативнее добиться нужной ему информации. Как видите, он хочет узнать и прощупать возможность закинуть удочку в Европу, чтобы попасть добровольцем в зону боевых действий. Естественно, подписав контракт не со стороны Российской Федерации, а против нее. На наш взгляд, Америка может согласиться, ведь именно такой контингент им и нужен. Мы, конечно, не знаем, что и как, но раз он об этом задумался, то от одной мысли становится не по себе. А если предположить, что Европа согласится и, допустим, предложит некий обмен, от которого невозможно отказаться, повторюсь, просто предположим, и что тогда? Он получит то, о чем мечтает – свободу. А в Европе уже другие законы, и там с него обвинения могут полностью снять. Отправят в горячую точку, так ему это только за счастье. Убивать жестоко и без правил, при этом знать, что никакой ответственности ты не понесешь, потому что это война. А на войне, как говорится, все средства хороши. Поэтому, как мы сказали в начале истории, можно ли говорить, что этот человек уже не опасен для общества? Друзья, а что думаете вы? Какие будут у вас версии и предположения? Пишите об этом в комментариях. А теперь мы подобрались к самому видео. Мы побывали возле дома Пичушкина, прошли по улице, откуда он ходил на свой жестокий промысел, посетили Битцевский лесопарк, попытались найти те места, где он расправлялся со своими жертвами. Конечно же, провели все наши эксперименты и даже побывали на действующем капище. Вам уже интересно? И еще хотим сказать вам, что это была наша спонтанная поездка буквально на 2 дня, которые выдались выходными. И мы мало что успели обойти в этом лесопарке, так как его масштабы огромны, и там столько всего интересного. Это и капища, и курганы, и странные могилы посреди леса, и много еще чего, что мы очень хотим поснимать и показать вам, дорогие наши подписчики. Поэтому обязательно будет продолжение с этой локации. Сразу, как только сойдет снег, мы туда планируем вернуться и, конечно же, хорошенько исследовать этот лес. Ну что, друзья, а теперь приступим к просмотру. Желаем вам атмосферного погружения в этот жуткий ночной Битцевский лесопарк. Друзья, за мной находится дом того самого маньяка Пичушкина. Сейчас мы пройдем немножко и покажем вам, где он жил, окна его квартиры. И пройдемся по местам его былой славы. Поехали. Ребят, хотели засветло, но, к сожалению, мы прям вот только-только буквально с дороги. В общем, мы на месте. И это тот самый дом. И то самое
Но это максимально. Я думаю, будет видно. Да, где жил тот? Где жил Печушкин? А вот те самые качели, с которых он упал. В общем, ну, как говорят, что он якобы упал с этих качелей, и с тех времен он стал маньяком. Бред, конечно. Он родился таким. Друзья, мы, конечно, понимаем, что будет мало что видно. К сожалению, в Москве очень пасмурно и облачно сегодня. Да, но в любом случае, хоть что-то, надеюсь, будет видно. Здесь, кстати, очень тихо. И я думаю, эксперимент с тишиной будет очень интересен. Идеален. Идеален, да. Вы знаете, друзья, на самом деле сам парк, он огромен. Вот он очень большой. Тут действительно лес. И кругом сплошные овраги. Ну, это относится еще к военному времени тоже. Тем он и интересен, Ну этот да, парк. Да, здесь такая То есть вот энергетика. Если видно, Да. что-то я сомневаюсь, что видно будет. Сейчас. Здесь такая энергетика очень интересная. И я думаю, что поэкспериментировать конкретно в этом лесу, вы знаете, это будет правда, ну, необычно. Такой эксперимент мы хотели провести уже давно. Мы давно хотели уже приехать именно вот в Битцевский парк. И я думаю, что завтра нас ждет что-то очень интересное. Ну, а вас, конечно же, сегодня. Кстати, еще хотела кое-какую информацию дать. Битцевский парк на самом деле интересен не только в плане того же самого Печушкина, маньяка. Тут много различных артефактов. Мы обязательно покажем, если доберемся, дай бог, до них. Ну, сегодня темно. Возможно, приедем завтра пораньше, если получится. Да. Но вообще, да, здесь, даже если я не ошибаюсь, есть действующие какие-то капища. То есть здесь есть лысая поляна или гора, я вот точно не помню. По-моему, поляна. Угу. Вот. То есть тоже ее приурочивают к чему-то такому мистическому. Там тоже какие-то обряды проводились. То есть затем здесь какие-то курганы есть. И также история о каком-то призраке старика. Она тоже здесь присутствует. Поэтому, ну, сначала мы погуляем, познакомимся с этим местом, а завтра проведем эксперименты. Ну, точнее, вы-то их уже увидите сегодня. Я думаю, историю мы обязательно и значимые места мы расскажем о них закадрово, более подробно. Я, конечно, понимаю прекрасно, что и нам, и вам хочется прогуляться до этих мест, посмотреть, побывать там, а также там провести эксперименты. Но, понимаете, парк настолько большой, что за один день его не обойти. А у нас со временем, ну, просто его катастрофически мало. И у нас остается только завтрашний день. Если за завтра мы успеем найти эти места, конечно же, мы вам их покажем. Но если нет, друзья, просто просим нас извинить. Но мы постараемся вставить все это закадрово, ну хотя бы рассказать об этих местах. Вот мы добрались прям в такую глухомань. Здесь очень тихо. Еще раз хочу обратить на это внимание. Ну, неудивительно, что Печушкин выбрал именно это место. Ну да. Здесь, конечно, вообще женщина от нас отстала. Нас тут преследовала женщина. С грушей. С грушей, да. Груша — это маленькая собачка. Смотрите, уже как стемнело. Да. Так, здесь Минут, наверное, 20. Просто вообще. нам бы не заплутать, а потом как бы выбраться еще. Потому что я вот, например, пока не представляю, где мы. Но идем мы
к тому самому оврагу, вдоль которого, собственно, и происходили все трагические Ну, то события. есть там были колодцы, как говорят, вот куда он скидывал свои жертвы. Мы хотим посмотреть, остались они там, не остались. Ну, по крайней мере, найти это место. Если там есть возможность, ну, скажем так, поставить Kinect камеру, ночного видения камеру, то мы это сделаем. Поэтому сейчас посмотрим. А дальше будем уже решать, получится или нет. Если нет, значит, где-то поставим поблизости в лесочке. Ну, просто нам бы хотя бы до одной точки добраться. Да, хотя бы Имеется в посмотреть. виду. Есть еще некая сложность. Здесь прошел дождь накануне, и все вот это вот превратилось в месиво. И ходить на самом Очень скользко. Да, ходить на самом деле очень сложно и опасно. Ну, да. Ну, лес такой, конечно, Ну, лес очень глухой. очень глухой и Тут прям. действительно, вот вы знаете, вот на самом деле здесь пройдешь по дорожке чуть подальше, да, вот, например, метров 50 туда, и все, и там тебя будет уже не слышно. Так, мне бы надо по карте сориентироваться, потому что Так, мне сложно. Давай вот сюда выйдем сейчас. У меня такое ощущение, что мы просто в другом направлении пошли. Давай посмотрим. Ребят, мы примерно подошли по ориентиру к первой точке, как бы. Там было что? Ты помнишь? Ну, не знаю, там тоже был колодец, куда он скидывал. А они вот так вдоль Ну, мы вдоль вот этой ориентировались. тропинки идут. Да, здесь и проходит линия ЛЭП. Да. То есть вот вдоль нее как бы и происходило все самое страшное. Не знаю, конечно, я колодцы пока не наблюдаю. Не знаю, я слышала, Но это сложно, конечно, найти. слышала, что говорили, то ли засыпали эти колодцы, то ли убрали. Возможно, их даже сейчас нет. Возможно. Но, возможно, и есть. Поэтому поищем, если все-таки их убрали, я думаю, что вот в этом месте, в любом случае, точки, вот они идут отсюда. Их, по-моему, там то ли 4, то ли 5. Где-то вот здесь будем снимать эксперименты. Пройдемся еще немного, но это все-таки, конечно, лучше по дню Ну да, но делать. возможности нет. Тем более, что мы приехали просто во второй половине дня. И знаете, меня что удивляет больше всего? Это такое глухое место. Вот там еще идут какие-то тропинки, да, ну, более цивильные, что ли, скажем так. А здесь просто, ну, наглухо лес. Объясните мне, пожалуйста, как можно было вот сюда идти? Ну, я понимаю, что он там алкашей водил и прочее, но были вроде бы как и нормальные люди. Чего он сюда их водил? Точнее, как они вообще с ним могли сюда идти? Не понимаю. Ну, был день, наверное. Ну да, Не думали. ну в принципе, да, это природный как бы природный исторический комплекс. То есть здесь все как есть, так и осталось. Хотели показать вам вот эти траншеи, которые остались по сей день с войны. Но, к сожалению, темно, и на камеру это будет не видно. Так, здесь что? Нет. Ну тропинка, вот она идет вдоль. Подожди, это что такое там? Нет, Это какая-то труба. смотри, здесь какой-то холм. Так, Не так, камни. так, да. Кстати, интересно. Сейчас пройдем как раз. Ну, здесь было дерево. Непонятно, может это он и есть засыпанный. Да, может быть, засыпали. Вполне себе может быть. Да. Ну, как бы по ориентиру, вот где стоит точка, это здесь. Дальше нет.
Это все вот происходило вдоль дороги. Что там такое светится, не пойму. Вдалеке. Вдалеке. Оп. Фонарик, что ли? Я не вижу, может тут ходит. Смотри. Что? Мы нашли гриб. Грибулик такой хороший. Хороший. Ну, здесь благодатная почва. Конечно. Прекрасные грибы. Прекрасный гриб. Пройдем немножко дальше. Угу. Но в целом мы это место, да, нашли. Да, здесь, конечно, плутать, переплутать. Это мы вот только вдоль его проходим. Вон там что такое светится. Это, наверное, человек. Может, нет. Это собака. Возможно, это где-то, вот, знаешь, как раз около ЛЭП. Потому что, ну, непонятно, здесь не Ну, сориентируешься. тропинка, давай Да. пройдем посмотрим. Просто посмотрим. Посмотри, какая красота. Это лужное опята. Ну, красиво. Ну, красиво. Так, здесь начинаются заросли. Я думаю, что не стоит. Может, конечно, это и оно. Но не хотелось бы туда лезть. Но я почему-то лезу. Ну, это, мне кажется, знаешь, очередная тропинка, Свет. Потому что здесь я ничего пока не наблюдаю. Вряд ли. Так. Там, получается, дома. Нет. Вряд ли они находятся здесь, эти колодцы. Ну что, каково наше решение будет? Куда пойдем? Продолжим путь? Или вернемся? Продолжать его смысла нет. Я думаю, что они все уже ликвидированы. А вот то, что мы нашли, это, похоже, оно и есть. Поэтому эксперименты можно провести здесь. А если завтра получится днем прийти сюда, постараемся поискать вот эти вот капища, какие-то курганы. Курганы, они вообще говорят везде по этому лесу. Ну, посмотрим, посмотрим. Может быть, что-то удастся. Друзья, если нет, ну, значит, в следующий раз. Просто мы действительно немножко ограничены во времени. Мы просто вот на выходные практически вырвались с работы. Мы уже давно просто хотели попасть сюда, в этот парк. Он нам очень интересен. Думаю, что здесь будут какие-то проявления. Ну что? А пока, я думаю, все-таки, наверное, надо пофотографировать. Пофотографировать. И я думаю, что вот сейчас тихо можно записать тишину. Можно. Да. Ну и позадавать пару вопросов. Пойдем тогда до того места дойдем. Пойдем. Возвращаемся. Да, здесь запутать, конечно. Запросто, если ты не знаешь этого места, как, собственно, мы. Мы здесь первый раз, впервые. Тем более еще и в темноте. Наверняка днем это место, да, это место гораздо лучше и позитивнее выглядит, нежели чем сейчас. Направо. Как направо? Вот так Вот же тропинка. А, все, я его, кажется, из виду потеряла. Так. Ну что, попробуем пофотографировать. Так, подожди, не отключай. Угу. Без света? Выключи. А, нет, не выключай. Не видно будет. Держи. Давай зададим пару вопросов на камеру.
Постой, не шурши. Я просто фотоаппарат достану, что ли. Сразу фотографировать. Он у меня фокусируется постоянно, смотри. Да, у меня тоже пока я шла, я обратила внимание, что на чем-то постоянно фокусируется. Итак, друзья, давайте зададим пару вопросов. Дух этого места. Если ты нас слышишь, поговори с нами, пожалуйста. Ответь нам на вопрос. Это то самое место, где происходили убийства? Если да, то дай нам знать. Голосом, стуком, скрипом. Ветер поднялся. Дух этого места. Дух этого места. Ответь, пожалуйста, на вопрос. Ходят такие слухи, что якобы не всех жертв нашли, и некоторые еще так и остались где-то здесь. Это так? Дух этого места. Отзовись, пожалуйста. Дай нам знать, что ты нас слышишь. Стуком, скрипом, голосом. Ты знаешь, веточками вот так, да? Угу. Стучали. Такие характерные щелчки. Ага. Вроде ветер стих. Нет. Вот именно по палочкам вот так. Дух этого места. Если это ты, ответь, пожалуйста, на наши вопросы. Дух этого места.
скажи, пожалуйста, здесь еще остались не найденные жертвы? И если остались, то, может быть, ты скажешь, как им можно помочь? Дух этого места. Если ты здесь, пожалуйста, постучи, чтобы было слышно тебя. Или проявись голосом на камере. Дух этого места. Ты можешь нам сказать, здесь еще что-то происходит по сей день? Опасно ли здесь находиться? Да, опасно ли здесь находиться? Не только нам, а вообще людям. Я очень надеюсь, что это было слышно на камеру. Было вот такое мужское вот такое вот. Вот где-то тут вот, да. Но тихо. Да. Ты не слышал? Нет, я просто сосредоточена была. В этой области было такое. Дух этого места. Если ты с нами пообщался, мы тебя благодарим и отпускаем. Уходи с миром. Друзья, сейчас вы увидите ряд стоп-кадров с видео. В этот раз мы одновременно вели видеосъемку и фотографировали. На стоп-кадрах выделен именно момент вспышек. Мы считаем, что таким способом есть шанс запечатлеть что-то необъяснимое. Поэтому, друзья, смотрите внимательно, возможно, вам удастся что-то рассмотреть. Если вы что-либо увидите, не забывайте писать в комментариях тайм-коды.
Каждый стоп-кадр и фото мы пропустили через обработку фильтрами и оставили для сравнения оригинал. Надеемся, результат вам понравится. А теперь давайте приступим к просмотру. Итак, друзья, ну что, сейчас давайте пофотографируем. Посмотрим, может быть, здесь на фотографии что-то проявится. И одновременно будем вести съемку, видеосъемку. Я немножко свет приглушу, Да. чтобы было не так ярко. Но, возможно, плохо будет видно. Делай по 2 кадра. Да, с одной точки по 2 кадра. Есть что-то, да? И не слишком ярко. Наверное. Главное, снимай по вспышке. Сейчас не свети. Уже нет. Не поняла. Еще раз. Ну, давай вот это вот место. Снимай меня. Так вставь, чтобы вот вспышку-то видно. Не знаю, но батарейка, конечно, здесь почему-то дико садится. Мы вроде снимали не так много. Ну да. И в ту сторону, наверное. Да. Угу.
Офигенный кадр. Ну, обалдеть. Вот фотку, да, вот как бы одна за одной, одно и то же место вообще. Угу. Есть орб? Нет. Сразу же как-то. Да, вообще. Ну, я думаю, пока Сейчас достаточно. еще вот так пройдусь.
знаешь, вот интересное место вот здесь. Угу. Вот где я там фоткала, особо никаких ни орбов, ничего. А вот здесь вот фоткала.
Ну что, друзья, на сегодня мы, наверное, завершим. Вернемся сюда завтра. Ну, а вы не расходитесь, потому что сейчас будет продолжение и наши эксперименты. Приятного вам просмотра. Да, поехали. Дорогие друзья, к сожалению, а быть может и к счастью, мы не смогли уложиться в один выпуск. А это значит, что в скором времени вас ждет продолжение. Вторая часть «Кровавого леса», где вы увидите съемки ночной камерой, Kinect, эксперимент с тишиной, очень интересные ответы ЭГФ и даже небольшой бонус – действующее капище. Так что просим далеко не расходиться, следить за анонсами выхода наших выпусков. Всем огромное спасибо за просмотр, особенно тем, кто досмотрел это видео до конца. Друзья, до скорой встречи и помните, вы у нас самые лучшие. Пока-пока.